Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Dream Theater. Эта группа, без сомнения, одно из наиболее спорных и дискуссионных явлений современной прогрессивной музыки. Явление потому, что возникновение и развитие нестандартных и в некотором роде одиозных идей, предложенных американскими новаторами, ознаменовали начало новой эпохи в прогрессиве и окончательное выделение такого стиля, как американский прогрессив метал. Дискуссионное, поскольку применительно ни к одной другой команде современности не существует столько противоречий и различий во мнениях самих ценителей направления. Кто-то, дорезив печенки, восхваляет театралов как настоящих богов, молится портретам Петруччи и Лабри и при каждой удобной возможности пытается сравнивать всех и вся с американцами. Их не менее горячие оппоненты с пеной у рта выражают нецензурной бранью свое суверенное отношение к прок-металлистам из-за океана и называют их музыку не иначе как музыкальной мастурбацией. Группа, известная в будущем как Dream Theater, была сформирована в 1985 году гитаристом Джоном Петруччи, бас-гитаристом Джоном Майангом и ударником Майком Портным во время их учебы в музыкальном колледже Беркли в городе Бостон. Чуть позже к ним присоединился клавишник Кевин Мур, игравший в одной группе с Джоном Петруччи, когда оба они учились в средней школе. Должность вокалиста досталась Крису Коллинзу. Квинтет был назван Majesty. После того, как группа была сформирована, 3 ученика колледжа Беркли бросили учебу, чтобы сконцентрировать свое внимание на группе. Первым серьезным опытом можно считать The Majesty Demos, который включал в себя различные демо-записи. Они были изданы на кассетах в 1986 году, и весь тираж, который включал в себя 1000 копий, был распродан в течение последующих 6 месяцев. В ноябре 1986-го, спустя несколько месяцев совместного создания музыки и концертных выступлений, группу покидает Крис Коллинз. Вокал Криса оставлял желать лучшего, особенно в живом формате, да и бестактное и хулиганское поведение на сцене нервировало основателей Majesty. После года попыток найти ему замену, новым вокалистом становится Чарли Доминичи, который был гораздо старше остальных участников группы. Тем не менее, он успешно сработался с коллективом. Спустя некоторое время музыканты были вынуждены сменить свое имя, поскольку другая группа, которая также называлась Majesty, пригрозила им судебными разбирательствами. Отец Портного предложил назвать коллектив Dream Theater – «Театр мечты». То было имя ныне несуществующего кинотеатра в Монтерее. В 1988 году группа подписала свой первый контракт с Mechanic Records и занялась записью своего дебютного альбома. Первый альбом был выпущен с меньшим шумом, чем того ожидали члены группы. Исходно одни рассчитывали на оглушительный успех, и их можно было понять. Их первое демо уже снискало целый ворох похвал, а их живые выступления проходили просто феноменально. Они получили массивный фидбэк от слушателей и постоянно собирали сравнительно большие толпы. Только вот так уж вышло, что альбом прошел практически незаметно и стал настоящим коммерческим провалом. До того, что группу погнали с лейбла, а Доминичи решил уйти из группы.
процессе поиска нового вокалиста было прослушано более 200 человек. Все претенденты были отклонены по разным причинам. Но в 1991 году пришла запись из Канады от Кевина Джеймса Лабри, который был немедленно вызван в Нью-Йорк для прослушивания. После короткой джем-сессии Лабри был взят в группу как постоянный вокалист. Но вследствие того, что в группе уже было два Джона, Джон Майнг и Джон Петруччи, два Кевина было бы уже слишком. Потому Лабри использовал с тех пор имя Джеймс. В июле 92-го состоялся релиз второй студийной работы. Естественно, на альбоме не обошлось и без двух эпиков. Первый из них – история о преодолении жизненных трудностей, взрослении и жизненном пути. Бытует мнение, что эта композиция посвящена проблеме борьбы со СПИДом в конце 80-х, начале 90-х. Но ведь на то и прогрессивная музыка. Пусть остается простор для воображения и различных трактовок. Ну, а вторую надо просто послушать. 9,5 минут полнейшего восторга. Эта работа до сих пор остается наиболее коммерчески успешной из всех альбомов группы. Вскоре ребята приступили к работе над следующим альбомом. Он был отмечен тем, что он стал первым в истории группы, когда сочинением музыки занимались все участники. Новый альбом был издан в октябре 94-го, но вскоре после того, как альбом был сведен, Мур дал знать остальным членам, что он хочет сконцентрироваться на своих музыкальных интересах и покинуть группу. В результате этого остальные участники были вынуждены срочно искать нового клавишника для проведения концертного тура. На место Мура был приглашен неизвестный в то время в кругах рок-музыки, подающий надежды, клавишник Джордан Рудес. Группа планировала отыграть с ним пробный концерт в надежде на то, что он присоединится к группе. Но, несмотря на то, что концерт в Бербанке прошел удачно, Рудес решил принять приглашение от группы Dixie Dregs. В конечном итоге для работы в группе был нанят Дерек Шериниан, который после завершения тура стал новым постоянным клавишником. Вскоре они занялись написанием материала для следующего альбома. Музыканты хотели сделать его двойным, однако лейбл посчитал, что 140-минутная запись будет утомительной для большинства слушателей, потому половина композиции оказалась отложена в сторону. В дополнение к этому, лейбл решил подтянуть группу к более мейнстримному звучанию. По этой причине был приглашен продюсер Десмонд Чайлд, который работал с Джоном Петруччи над изменением слов к песне «You or Me». Также была изменена музыкальная составляющая композиции, и в конце концов «You or Me» появилась в альбоме как «You Not Me» в форме, лишь отдаленно напоминающей оригинал. Альбом получил неоднозначную оценку среди поклонников группы. Работа подверглась жесткой критике и оказалась провальной в коммерческом плане. В 1997-м Майк Верней из Magna Carta Records предложил Портному собрать группу, играющую прогрессивный рок, и так началась работа над первым из серии сайд-проектов членов группы. Помимо самого Портнова, в нем приняли участие, конечно же, Джон Петруччи, еще Тони Левин из King Crimson и Джордан Рудес, завершивший к тому времени свою деятельность в Dixie Dregs. Группа получила имя Liquid Tension Experiment, позволив Портному и Петруччи еще раз предложить Рудесу присоединиться к Dream Theater. И в этот раз Рудес принял его, став таким образом третьим по счету постоянным клавишником. Это означало, что Дерек Шериниан остался без работы, хотя позже он признавал, что после первоначального разочарования он принял свое исключение из группы как позитивный факт и начал сольную карьеру.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Обретя нового члена, группа снова расположилась в студии для сочинений и записи альбома. Возможно, в ответ на сравнительную неудачу предыдущего, лейбл предоставил группе полную свободу. Группа решила записать концептуальный альбом, идея которого вращалась вокруг таких тем, как реинкарнация, убийство и предательство. Над процессом записи навис саван таинственности. Никто не знал ни названия, ни того, что он будет концептуальным. В 99-м новая работа была выпущена и была признана лучшим альбомом группы как в среде поклонников, так и критиками, несмотря даже на то, что альбом достиг всего 73-й позиции в чартах Billboard. Тур, последовавший за выходом альбома, включал в себя больше стран, чем группа когда-либо посещала ранее. Для специального шоу в Нью-Йорке был даже нанят актер Кен Бродхарст для исполнения роли гипнотерапевта, а также церковный хор. Этот концерт был последним из запланированных шоу в туре по Северной Америке, и на его основе в начале 2001 года вышел первый DVD группы. Однако многое в нем оказалось вырезано, поэтому вскоре была также выпущена аудиоверсия концерта, которая включала в себя все 4-часовое выступление. Изображение на обложке носило в себе идею, основанную на логотипе группы времен второго альбома. Он был изображен в виде пылающего сердца, окруженного венком из шипов. Но в этом случае вместо сердца было изображено яблоко, как намек на прозвище Нью-Йорка «Большое яблоко». Над самим яблоком в пламени были изображены башни-близнецы Всемирного торгового центра. По нелепому стечению обстоятельств, альбом был выпущен 11 сентября 2001 года, в день атаки террористов на Всемирный торговый центр. Альбом был незамедлительно отозван, но многие копии остались у коллекционеров как исключительная часть истории группы. Позже работа была переиздана с измененной обложкой. Вскоре ребята начали сочинение и запись 6-го студийного альбома. Через 4 года, после просьбы у лейбла дать разрешение на запись двойного альбома, они наконец получили его. Первый диск содержит 5 композиций длительностью от 6 до 14 минут, а второй содержит всего одну, длительностью 42 минуты, разделенную на 8 частей. На тот момент эта работа стала самой длинной из всех когда-либо созданной группой. И альбом был хорошо принят критиками и поклонниками группы. После завершения некоторых сайд-проектов Dream Theater начали запись следующего альбома, которая продолжалась всего 3 недели. Вдохновленные положительными отзывами поклонников, музыканты утяжелили звучание, отчего альбом получился довольно мрачным. Мрачности добавила и обложка альбома, оформленная фотографом Джерри Ульсманом. На сегодняшний день это все так же самый тяжелый альбом группы по звучанию, однако самый легкий для понимания.
По завершению тура 2004 года группа начала запись своего 8-го альбома. Среди 8 композиций есть продолжение серии песен Майка Портнова об анонимных алкоголиках. Это композиция «The Root of All Evil». Заглавная композиция на протяжении 24 минут варьируется между различными музыкальными стилями. Сам альбом был по-разному оценен поклонниками, став объектом для оживленных споров. Так, некоторые думают, что у группы слишком явно торчат из рукавов их музыкальные пристрастия. Например, песня «Never Enough» сравнивается с композицией Muse «Стокгольмский синдром», а песня «I Walk Beside You» часто ассоциируется с музыкой таких коллективов, как U2 и Coldplay. 26 января 2027 года на сайте Майка Портнова было размещено объявление, что группа завершила запись нового альбома. Сразу после своего выхода он оказался в 20-ке лучших в чартах 8 стран мира. Критики встретили альбом весьма положительно. Джон Эдли назвал группу, возможно, самой последовательной группой за всю историю прогрессивной рок-метал индустрии. Для раскрутки альбома группой был организован кругосветный концертный тур, который длился год и охватил 35 стран мира. Спустя 2 года выходит уже 10-й альбом группы, который имел большой успех, став их альбомом с самым высоким рейтингом в Billboard, где он достиг 6-й позиции. Тексты альбома были написаны Джоном Петруччи и Майком Портном, и все, кроме одного, касаются личных переживаний, тревожных или трудных моментов их жизни. «8 сентября 2010 года Майк Портной заявил через свои страницы в социальных сетях об уходе из группы. Остальные участники ответили на это, что они не собираются распускать группу и будут искать замену. Вскоре после серии прослушиваний музыканты объявили имя нового барабанщика. Им стал Майк Манджини, обладатель 3 титулов звания «Самый быстрый барабанщик мира». А уже через пару месяцев состоялся официальный выпуск нового альбома. В 2013 году группа выпустила альбом, который окрестила своим именем. Песни на этом альбоме в среднем короче и компактнее, чем на других альбомах. Это сознательное решение, принятое группой, которое, как позже признал Петруччи, было для них проблемой. В 2 песнях на альбоме использовался струнный ансамбль под управлением студента музыкального колледжа Беркли Эрена Башбуга, включая 20-минутную заключительную песню альбома, которую клавишник Джордан Рудос назвал возможностью группы сойти с ума после написания стольких лаконичных песен. Альбом 2016 года планировался группой как попытка превзойти себя, как некоторое композиторское испытание над собой. Так и вышло. Грандиозная идея, грандиозный пиар и маркетинг. На выходе усилий творческого тандема Рудуса и Петруччи 34 композиции, общей длиной больше 2 часов. Звучит неплохо для любителей прогрессивного металла, не так ли? Реальность чуть более сурова, и заставить себя выдержать эти 2 часа достаточно скучного материала очень сложно, пусть и с прекрасной историей. Новый альбом, который появился в феврале 2019 года, пытается осовременить звучание и сделать прог-металл более доступным.
Да, инструментальные вставки намного короче и проще. Да, местами звучание более попсовое, хотя потрясти головой тоже получится. Однако общий стиль группы выдержан, и этот альбом может стать прекрасным мостиком погружения в творчество Dream Theater. В какой-то степени это творение можно рассматривать как возвращение к корням. Альбом был сочинен всего за 18 дней и рожден совместными усилиями всех участников группы, как в былые времена. В 21-м группа выпускает 15-й по счету альбом. Нужно отметить, что у музыкантов изначально не было плана выпускать в том году новую пластинку. Но пандемия перетасовала карты по-новому. И вместо мирового и раскупленного турне в поддержку предыдущего альбома, музыканты отправились в свою личную студию, в которой и родился этот альбом. В октябре прошлого года один из основателей группы, барабанщик Майк Портней, вернулся в состав группы после 13-летнего отсутствия. И все поклонники ждут о заявленном следующем альбоме. Как сказал Портней, они уже начали работу над новым альбомом и даже сами с нетерпением ждут его. Что же сказать в конце моего повествования? Dream Theater — это уже давно больше, чем группа или даже статус. Это монумент, учебник для тысяч музыкантов, восторженно разбирающих полотна американцев по нотам и по ниточкам, вылавливая из них всякие фишечки, технические нюансы, учась композиционным, мелодическим и ритмическим приемам. Для среднестатистического слушателя наука эта, возможно, не так интересна и доступна, и местами даже занудна. Но вопреки убеждениям многих, Dream Theater принадлежат две важнейшие заслуги. Во-первых, они фактически довели жанр до ума и придали ему ту форму, которая настолько прижилась, что до сих пор копируется многими соответствующими коллективами. Во-вторых, Dream Theater ответственны за то, что прог-металл стал популярен среди большой доли почитателей рок-музыки. Причем добились они этого не следуя за модой и трендами, а при помощи собственных талантов, невероятного инструментального мастерства и композиционного чутья.